Добрый день, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье. Сразу же хочу информацию внести, потому что наверняка ни у одного из вас крутится вопрос на языке незаданный. Нестандартное обстоятельство. Вот в данный момент, сейчас у нас 1:30 ночи, к сожалению, не получилось раньше все это сделать, был занят. Но раз уж обещал в среду, буду делать в среду, как быстро выложить смогу. Бритье именно. Постараюсь сегодня, если не успею, то завтра уж точно. Ответы на вопросы уже на рендере стоят. Что до того выпуска, который должен был выйти в понедельник, но не вышел, ребят, я посмотрел на себя в понедельник, а тут нет нифига ничего. Ну, реально там децл какой-то. Но я так подумал, ну и что показывать? Только из-за того, что сказал, что 3 раза в неделю, а вам видно не будет, что я там брею. Ну и смысл-то в чем? Надо же, чтобы не только видно было, но чтобы еще и шелест был. Ну вот как-то вот эта часть засмущала. Ну посмотрим сегодня. Ну, следующее бритье тоже будет не показатель, потому что сейчас уже считай, четверг. А бриться в пятницу, ну что там отрастет. Ну, для примера давайте сделаем в пятницу прям вот. И сами посмотрите, видно там, что не видно. Если вам все-таки будет видно, ну что, ну давайте тогда понедельник, среду, пятницу. А если все-таки не будет видно, ну оставим прежние 2 раза в неделю. То есть тут как мы захотим, так мы и сделаем. Так вот. Ну, если с этим разобрались, тогда давайте уже бриться, тем более, что у нас сегодня необыкновенные ништяки. У нас сегодня будет полностью вся линейка от компании Razorak из Америки. И мыло, и автошейв. Более подробно вы сейчас все увидите на крупном плане. И еще один момент. Я, как и многие из вас, не люблю что-то на полпути бросать. И поэтому сегодня будет прежняя голова. Ну, на крупном плане посмотрите. Хочу посмотреть, а как она будет по маленькой щетине. Вот это вместе с вами сейчас и проверим. На тех же лезвиях, только новая в этот раз. А голова будет прежняя. Ну, новый помазочек, новый скатл. Все, идите смотрите, я начинаю. Ощущение полумеры, ребята. Как заноза засела. Ну да, на длинной щетине вот эта голова мне не зашла. На короткой-то я ее не пробовал, а вердикт уже как бы и вынесли. Поэтому хочу вернуть его. Вернуть и на 2-3-дневной щетине попробовать его прогнать и посмотреть еще раз, что же он из себя покажет. Так что у нас сегодня опять магровская открытая голова. Поставлю опять персону, на этот раз новую совершенно. Дабы с этой стороны внести разъяснение. Какие-то основательные замеры мы с вами делать не будем, потому что они все есть в предыдущем видео. Просто соберем и посмотрим, как это выглядит. Все то же самое. Единственное изменение — новое лезвие. Ну и щетина, конечно, другая. А мыло у нас тоже будет сегодня от Razorak, который называется American Barber Italian Shave Soap. Баночка вот такая вот, посмотрите какая, прям достаточно такая стандартная для Razorak. Мыло средней мягкости. Мягким как крем его не назовешь, но и твердым тоже не назовешь. Пахнет интересно, пахнет интересно. Вот прям, ну-ка дай-ка я еще раз. Наверху подробно распишу, но пока вроде так ничего. Так нормально. Крышку надо контролировать, потому что чуть-чуть по резьбе не пошло. И тут щелочка была, видели, да? Сейчас буду автошейвом удивлять. А автошейв у нас, ребята, тоже будет сегодня Razorak. Это тоже называется American Barber Auto Shaving Splash. То есть вот видите, как-то вот так. Это у нас сегодня как бы звенья одной цепи получается.
Посмотрите, какая интересная упаковка. Вот в таких скляночках американцы, кроме автошейвов, продают еще алкоголь. То есть вот минимальная тара, в которой можно взять, это вот водка, Маврик и прочее есть у них. Но видите, вот под автошейв тоже как сгодилось вроде. Прикольная, удачная такая, нормальная, интересная тара. Пахнет. Видите, стоять. Внутри у нас прокладка стоит пластиковая, которая будет как дозатор работать. Запах перекликается, но помимо всего прочего еще отчетливый такой привкус алкоголя есть. А помазок у нас сегодня будет, ребята, от DS Cosmetic, достаточно необычный. Мало того, что это самый такой, знаете, простенький барсук, который предлагает компания, но по набивке он мне очень импонирует. Я давно его уже хотел, потому что я привык, что простые барсуки, они один волосок, видели, да? Простые барсуки, они как бы редко бывают хорошими, вот так в основном такой, на 5:30. А этот бодрячком. Что из себя будет представлять, конечно же, увидим, но параметры заставили удивиться второй раз. Потому что диаметр 20 мм, высота узла 55, высота ручки 50, а упругость, тем не менее, даже при 20 мм он показывает. Интересно. Есть некоторые вещи, которые, честно сказать, не совсем не нравятся. Вот покажу, что. Смотрите. Видите, вот один волосок длиннее, чем все остальное, но он туда вовнутрь прячется. И еще один волосок длиннее. Это не до конца правильно сделанная стрижка, скажем так. Ну, на скорость это в любом случае не будет влиять, поэтому я это как-нибудь перенесу. Ручка, я подозреваю, что силуминовая, потому что в сочетании с пластиком, потому что можно сделать вот так. Вот этот сам, вот, что это, силумин, не силумин. Потом снимается вот этот пластик с надписью на китайском. Внутри пустотень и сам узел. Вот как у нас получается. Я знаю, что некоторые думают, за сменные узлы один из вариантов. То есть делается достаточно большое количество узлов на каком-то постаменте и просто делается закручивающая шайба. Тоже достаточно стандартная. Посадочное гнездо у шайбы и посадочное гнездо у держателя для узла одинаковая, и длина резьбы тоже у нас винт должен быть одинаковый. Все, что будет внутри, посередине, меняй не хочу. Что хочешь. Хочешь круглое, хочешь квадратное, хочешь пластиковое, хочешь из фарфора, хочешь из янтаря. И будет каждый раз новый помазок. Ну, это я так просто пофантазировал вслух. Вот такой красавчик. И вишенка на торт. Ребята уже вопросами задают: Вадим, а где Дмитрий Алиференко, тот самый, который тебе ого-го, где, что, давай, хотим. Вот, ребята, даду. Вот сегодня вот этот вот скатл и будет. Скатл достаточно необычный за счет вот этого постамента. Ну и по размерам он, наверное, все-таки из общей канвы не выбивается. Общий диаметр у него 160 миллиметров, внутренний диаметр у него 130, наверное, да, скорее всего, все-таки 130. Глубина 6-6,5 сантиметров. Внутри продольно-радиальные улитки, насечки для улучшения регенерации пены. Генерации, не регенерации, генерации пены. Выглядит он мне очень нравится. Ну, на тактильном уровне, то есть вот эстетически он как-то выверен, хорошо сделан. Для вас это может быть не очень хорошо, потому что мне надо вам пену показать, а пена белая, скатл белый. Но вот сам для себя я его вот так вот определяю, как нравится. Отверстие, куда мы с вами будем заливать воду. Не нашел ничего лучшего, как вот от винища пробку какую-то нашел. Не совсем она по диаметру подходит, надо искать. Но я как не любитель побухать, вот у меня с пробками проблема. Поэтому вот что первое нашел, то туда и впендюрил. Постамент. Держать удобно. Здесь вот это вот выступ есть, который вам будет позволять большим пальцем держать более уверенно. А также можете просто вставить и также вот сюда вот, используя вот это вот. Опять у вас будет идти сплошная фиксация.
давно уже парни говорили, Вадим, это неправильная конструкция, что помазок в скатле должен быть все время с теплой пеной, поэтому надо делать как-то так, чтобы он был теплый, а вот как-то так это неправильно. Ребят, я тогда еще сказал, что я не согласен, сейчас могу объяснить, почему не согласен. Вот эта вот фигушка, она повышает универсальность, она вам дает возможность как вот так ставить. Так, ну, это маленький, конечно, он тут с трудом будет держаться. Но представьте, что у вас другой помазок. А если вы так не хотите, можете делать и так. То есть получается, что к обычным своим качествам он добавляет еще одно качество. То есть расширение функционала. Вот это хорошо. А сужение функционала – это плохо. Поэтому как этим пользоваться, каждый решит сам. Тут надо, не надо. То есть этот более универсальный, чем те скатлы, которые были раньше. Я вот это имел в виду. Ну и логотип канала, конечно же, ребята, ну блин. Я ночью прибегаю, так раз свет включаю. Ну где, на месте, ну да, точно. Не показалось. Шучу, никуда не бегаю, просто приятно на него посмотреть. Дундышко. Все. Теперь вы знаете про этот скатл все. Что тянем? Пошли бриться? Солнышко, я все. Мыло. Мыло, насколько я понимаю, Разорак это все замучило, чтобы дабы повторить какую-то там запаховую какую-то композицию, шибко популярную у них в свое время. Что из этого получилось, я не знаю, потому что эту композицию, ведь, собственно, я не знаю, о чем там речь. Но вот если просто брать вот так вот чашку и на запах ощущать, это приятный запах барбаршапа. И вот то, что здесь Italian Barber пишет, что-то такое возможно есть. Свое, американизированное чуточку, но и американизированное под Италию. На самом деле это тот же самый барбаршап, но с какой-то такой евро-итальянской направленностью. Ярко выраженный такой, знаете, вот прям заходишь в то помещение, где вот мужик с пенной бородой и с лезвием на изготовку. Сейчас он тебя там как побреет. Вот что-то такое есть. Приятное, свежее, чистое. Прям первозданное вот белоснежное покрывало вот этой вот белой плотной пены. Вот такое что-то перед глазами стоит. Приятно. Мыло веганское. Как с ним сейчас будем работать? Попробуем и с маленькой водой. Начнем с маленькой, потом будем воду увеличивать и посмотрим, на какой стадии оно остановится. Ну а чтобы не тянуть, давайте прямо сейчас пришейф и сделаем. Как мы его сделаем? Старым добрым способом. Если вы приняли душ, вот то, что я сейчас делаю, делать не обязательно. Если же вы душ не принимали, ну, я просто намочу руки. Чуть-чуть смочу лицо. А теперь возьму самый-самый децл этого мыла, тем более, что оно это позволяет. Ну, естественно, с твердым мылом этот номер у вас не пройдет, и тогда нужно будет налить сюда водички, покултыхать, чтобы юшечка получилась, а потом уже на лицо. Кстати, с этим мылом это можно делать то же самое. Я просто решил пойти этим способом. Смотрите, как оно хорошо-то застряло. Еще чуть-чуть. Вот и все. Наш импровизированный пришейф готов. Чего мы добились этим способом? Кто не хочет делать так, как я, можете сделать просто так. Водички сюда чуть-чуть налить. 20 грамм. Пальцем поколтыхали, в руку вылили, сделали то же самое на лице. Оставьте. Пускай все это кушает. Пока же это все кушает, можно заняться пеной. Прежде чем вы займетесь пеной, за 3-5 минут до этого замочите ваш помазок, если он из натурального материала. Если это синтетика, не обязательно. Достаточно синтетику просто окунуть. Скатл. Я уже замочил салфетку, она у меня на дне сейчас лежит. За ним я поставил скатл. Когда набиралась вода, набрался и он. Теперь я вот той пробкой, которая у меня есть, заткну горлышко, вылью воду и убираем скатл в сторону, берем наше мыло.
чуть-чуть водички плесканули, вылили, дабы просто освежить мыло чуть-чуть. Достаем помазок, стряхиваем и начинаем работать. Сейчас мы загружаем помазок. Для нас важно, чтобы он не только снаружи, но и внутри собрал на себя мыло для нашего бритья. Посмотрите, как пена бурно побежала. Помазок расплющивается прям по самое не балуй. Держать удобно. Все больше и больше кусочков пены выходит. Но нам не важно сейчас сбить пену, нам важно загрузить помазок, чтобы в нем было мыло и пена, и тот концентрированный раствор, который впоследствии мы с вами будем превращать уже в нашу пену для бритья. Ну, давайте пока на этом остановимся. Сейчас соберем все, что у нас здесь есть. И уже пойдем в скаттл. Для демонстрации не самая удобная машинка, но попытаюсь. Здесь у нас воды, вон там видите, самый децл. Оставляем, выливать не будем, начинаем работать в скаттле и посмотрим, что у нас тут получается. Воды еще до сих пор не добавляли, помните? Скаттл с загнутыми краями, пена, которая выходит через края, тут же сваливается обратно. Пока у нас не очень большой объем, добавляем воды. Вот так, наверное, будет удобно. Скаттл здоровый, помазок маленький. Смотрите, как он у нас всю пену расфурычил. Но вот и сейчас я вижу, что не очень много пены. Я пока это связываю с помазком, потому что он сам по себе небольшой, все-таки диаметр 20 миллиметров. Но определенный объем мы все-таки набрали. Пена готова. Воды пока добавлять больше не будем. Я думаю, что можно уже идти на лицо. Так, интересно, то так ты будешь лежать? Не тот помазок. Ладно, оставим так. Вы наверняка помните, что перед этим мы нанесли уже мыло. И вот сейчас этим теплым компрессом я просто закрепил ту работу, которую мыло уже успело проделать, тот мыльный раствор, который мы нанесли. Ну и не смывая ничего, компресс, теперь наносим пену, посмотрим, что из этого получится. Колется чуть-чуть, самый децл, без фанатизма. Ой, как же он шинелью прет, ой. Ребят, не мой размер, маленький, и вот здесь вот держать неудобно, все время боюсь выпустить его. Так, возьму еще пены маленечко. Что-то воды маловато, что ли. Фигня какая-то получается. Помазок прям все в себя впитывает. Ребят, сил моих нет. И вот на это смотреть я еще маленько заберу. Вы знаете, вот по своим тактико-техническим помазок мне почему-то напоминает один барсук, который мне попался от Хима. Тоже с ним подпрыгивал, все никак не мог его понять, что ему надо. Но по итогу я перестал с ним бриться. Ну вот, вроде получше. Мыло не набрали. Шинелью.
Массаж. Как таковой на самой нижней планке. Сильно на массаж не рассчитывайте. А вот игольчатые вот эти вот эффекты, это знаете, как вот эпиляторы вот эти бывают пластиковые, по ним ногами ходите. Вот что-то типа такой картины он устраивает, очень даже бодро. Для людей с чувствительной кожей, ребята, даже не думайте. Мылом хорошо пахнет. Ну что ж, второй дубль. Два раза в одну и ту же реку не войдешь. Та же самая фигня. Ну, чуть пободрее, порезвее, только из-за того, что щетина меньше. Но по факту от гарды не идет, как и раньше не шел, все от верхней плиты. Как раз тот случай, который мне не нравится. И снимает чересчур уж мягко. Вот, не мой случай. Мыла немного остается на лице, но оно есть. Ну, в принципе, по большому счету, если бы я вот был один, я бы уже не продолжал бритье этим станком, потому что то, что хотел узнать, я узнал. Ну, крызистость хорошая. Парни, я, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что это самый колючий помазок из всех, которые я когда-либо попробовал. Вот сейчас он, по крайней мере, так себя показывает. Ну, уже лучше, уже лучше. Но все равно это не то, что я привык обычно получать после второго прохода. Ну, в принципе, неплохо по большому счету. Мыло остается все так же дофига, скольжение нормальное, но запах
Ну, вот он торчун. Помните, я говорил, неправильная стрижка? Нет, этот вообще выпал. Запах мыла не даст почувствовать вот этот товарищ. Я думаю, что это еще 3-4 бритья как минимум, прежде чем он расстанется своим запахом. Ну, в скатле у нас пенный йог. Видно, да? Потому что этот товарищ все сожрал. Он все на себя принял. Да, с другой стороны, его мягкость не дала загрузить-то его по-человечески, потому что видели, как он так вот все на раскоряку. Хотя пока был твердый, он был такой достаточно упругий. А сейчас вот после того, как намочили, у него, ну, не болтается. Но и тут тоже нельзя сказать, вот как-то так. Ну, ни тятя, ни матерь, и не сопля, и не торчун. Вот где-то там посередине он потерялся. Не, ну я еще маленькое мыло возьму. Мне это мало. Ох, рожу исколол. Прям вообще. Если первый раз, вот на первый проход, мне это нравилось. Ну, реально нравилось. Второй раз, ну, как бы я за первый раз тоже наелся. Второй раз я думаю, ну ладно, хорошо, второй раз вытерплю. А вот сейчас вот третий, уже после 2 проходов, там уже и щетины-то практически не осталось. А колоться-то он не перестал. Я думаю, блин, ах ты. Ну, вот что-то вот такое вот. Короче, любителям акупунктуры посвящается. На добривку какой-то децл остался. Да, остался. Но я думаю, что не буду это собирать. Во-первых, этого немного. Во-вторых, ну если реально в пятницу опять бриться, а сегодня уже четверг, то что там выделываться? Все. Компресс и автошейв. Фух. Ну, сам для себя считаю, что сегодняшнее бритье не бесполезно. Во всяком случае, помогло разобраться кое в чем. Ну, конечно, новые продукты с вами узнали. Ой. Остался одноименный автошейв. Стеклянная тара, как водка Маверик.
В принципе, американцы часто делают вот таких фунфуриках. То, что мне в них прельщает, это, конечно, само стекло. Ну, не может не нравиться. Фляжка, она есть фляжка. Плюс, как правило, в эти фляжки ставятся дозаторы. Иногда их не бывает, иногда ставят. Когда с дозатором, это вообще камильфо, потому что вам напрягаться не надо, вы всегда точное количество можете отмерить. И в-третьих, вот эта вот крышаёвочка. Ну такая она, блин, какая-то. Ничего в ней такого нет. Ни презентабельности, вообще ничего. Какая-то простота и, ну, простецкость и житейскость. И в то же самое время она полностью функциональна и приятна. Не было ни разу такого случая, чтобы я тужился, пыжился, и мне не получалось ее открыть. Нравится, нравится. Вот упаковка прям вообще. Этикетка, ну, скромно-аскетическая. Можно было бы, конечно, что-то и понавороченнее. Но, с другой стороны, учитывая плодовитость компании, то есть, как бы, ну, почему бы и нет, такую этикетку тоже можно переварить. Запах. Тут прямо из флакона разница очевидна. Схожесть определенная есть, но идентичности, ну, как таковой, ну, нет. Явно отличается. Давайте попробуем. О, до завтра можете смело работать, трясти придется, сам не польется. О, уть, а трясти аккуратно. Ох, твою дивизию! Алкогольный. Я так думаю, что градусов 50-то не меньше. Как бы не побольше. По жжению самого алкоголя могу оценить его как 50-55. Хотя выше навряд ли, смысла уже нету. Компоненты подобраны тщательно, потому что никакой излишней реакции я не чувствую. Знаете, когда перебарщиваю там с какими-то там специями там, или еще что-то, вот они еще могут включаться в работу. Здесь я такого не ощущаю. Здесь только спиртовая составляющая. Пленка появилась какая-то на лице. Вполне может быть, что это глицерин. Хотя в составе я его не увидел. Но если он там и есть, то его немного. Потому что пленка не такая уж и мощная. Самое главное, чтобы она долго не оставалась и чтобы она быстро прошла. 3-5 минут, все, чтобы ее не было. Ну, теперь-то заценим. Фух. Да они разные. Они вообще разные. От слова совсем. Ребята, 5. Видали, да? Для меня верный признак, если шерсть дыбом, значит кайф пошел. Вообще хорошо. Ребята, древесная тема разыграна. Древесно-пряно-ментоловая, что-то вот такое вот. Вот это не Italian Barbershop. Italian Barbershop, вот, это мыло. А это может быть и оно и в линейке Italian Barbershop, автошеф я имею в виду. Но, ребятушки, это совсем другая тема. Совсем. Я бы даже как-то сказал, как бы это мне даже еще и не больше, чем мыло-то нравится. Мыло не может не нравиться по запаху по одной простой причине, что здесь разыграна извечная нами любимая с вами тема барбершоп. То есть вот они сделали этот запах, каждый его определяет по-своему, но, как правило, это связано что-то с мыльно-пузырными, бритвенными, шампунево-укладочно-стрижечными вопросами. То есть отчасти вы его в женской парикмахерской или просто в парикмахерской вы его можете не поймать. Вы его, скорее всего, поймаете именно в барбершопе, потому что там вот это все есть. Там барбершоп, это, ну, там женщин не бывает, это мужское царство. И когда вы туда приходите, вот этот запах, вот этот цимус, вот там вы его можете поймать. Ребята сумели это передать. Молодцы, молодцы. А здесь же, стоять, Марусика. О, как хорошо-то.
Да блин, вот я бы сейчас с удовольствием почитал. А, ну да, тут что-то написано, но я это без глаз не прочитаю. Я хотел бы вот эту деревянную ноту понять, потому что она меня очень торкает и цепляет, и равнодушным точно не оставляет. А, что же это может быть? Это кора. Кора какого-то хорошего, обалденного дерева. И кора не сухая, кора живая. В детстве, помните, кто из вас иву не рубил и с ивы кору не сдирал? Вот сдираешь, и вот ты когда вот содрал вот эту вот иву, и если вот умудритесь засунуть нос не с внешней стороны того, что вы содрали, а вот там, где белая вот эта сердцевина между деревом, и вот этот вот запах, он какой-то вот, он, знаете, он живым пахнет, вот там прям вот что-то такое, аж как пульсирующее. Вот здесь вот что-то такое же. Но плюс ко всему здесь еще очень мощный пряный замес. Ребята, это мужской. Мужской, это никакого не унисекса, ничего нет. Ну, казалось бы, там автошейф, он должен быть мужским. Но даже у автошейва бывают запахи разные. Вот если у вас любимый автошейв подрезает, когда там что-то там себе там что-то делает по женским делам, вот этот вряд ли оно станет подрезать, потому что это не унисекс. Это наш мужской, настоящий. И чертовски приятный, блин. Ну, древесную ноту молодцы, что они цепанули. Вы знаете, я уже рассчитывал, что я здесь тот же самый барбаршап подцеплю, что и в мыле. Ну, отчасти интрига была, конечно, потому что автошейвы с ярко выраженным барбаршапом не такая уж и, скажем так, частая составляющая. То есть редко такие бывают. Бывает, но редко. А тут даже исследовать за мылом не стали. Взяли другую ноту, разыграли и чертовски приятную. Молодцы. Молодцы, прям, ну, потом почитаю. А сейчас вот наверняка вот уже увидели, что я там нашел. Вот. Короче, пока свежее. Пленки йог. Ничего нет, все ушло. Подрачевости мое. Пятак однозначно. Запах из баллона. Я бы его вообще никак не воспринимал, потому что он есть и алкогольный, и он какой-то, знаете, ну вплоть до того, что чем-то даже там кисло-цитрусовым что-то вот такое есть. Но это не оно, это наносное. Это вы как куда-то приходите вот такой весь через губу, типа там важности придаете, а там кто-то что-то там или чирикнул, или пернул, извиняюсь, или слово какое-то сказал, и вы ржать начали. Так вот, когда вы ржете, вы настоящий, чтобы его настоящий, а не вот этот наносной, нанесите, ребята, на руки, он с кожей, от кожи среагирует, раскроется, вот он настоящий. И вот этот запах настоящий просто 5. Я хочу одеколон такого запаха. Ух, вещь. За все пятак. Если где-то встретите, ребята, если любите вот такие древесно, вот он не древесно-земляной, дремучий такой, знаете, тяжелый, который на постоянку, ну как бы, ну может надоесть быстро. Он древесно-пряный. Вот и специи-то сюда сильно-то не припишешь, потому что они как-то завуалированы так и спрятаны, что даже чуть ли не во второй, в третий эшелон их отнесли, но явно пряность какая-то есть. В чем она, кто ее сюда принес, я сказать не могу, но она чертовски классно здесь прописалась, вот на ПМЖ, и прям вот это не временная прописка, вещь. Хорошая штука, нравится. Функциональный, полностью выполняет свою работу, для нежной кожи и чувствительной вряд ли подойдет, потому что дрочевость по-взрослому, запах, ребята, на любителя, потому что если есть кто не любит древесные темы с пряностью, ну учтите, может и не понравится, но если вы любите вот эти вот ноты, бабки не ходи, оно, я себе вот этот бы прям вообще хочу, отличная штука, 5. Мыло. Ну, может, с другой стороны, хорошо, что у мыла другой запах, чем у этого, потому что, как бы, беря одну линейку, вы получаете два разных продукта, хоть и под одной этикеткой, но, тем не менее, как-то, знаешь, ну, рассчитываешь ты все время на одно и то же. Ну, разное, ну, ладно, хорошо, разное. Барбаршап они обыграли, пускай по-своему, пускай они попытались итальянскую нотку какую-то внести.
Да я даже бы наоборот сказал. Они американскую нотку в итальянскую пытались нести. Потому что тоже, знаете, вот здесь какие-то уши торчат. Здесь не чистый барбаршап, еще что-то есть. Но не синтетика, нет. Запах не такой мощный, как у мыла, как у автошейва. У автошейва, я думаю, будет держаться-то в пределах часа-полутора, не меньше. Здесь во время бритья вы его тоже ощущаете, но интенсивно значительно меньше. Мыло веганское любит влагу от средней до повышенной. Если увидите, что у вас не пена, а хлопья посыпались, точно знаете, что зажопили вы воды. Воды срочно добавляйте, потому что без воды оно работать не будет. Ну, по крайней мере, это вот в моих руках так. Скольжение приличное. Постскольжение после того, как вы сняли. Ну, оставалось все время, и хватало мне на станком пройти. Долгоиграющий с пеной, в принципе-то тоже нормальная структура. Безе на раз-два из него получается. Достойный, качественный продукт. Зная компанию Разорак, я могу сказать, что... Разорак или это у нас кто? Ну да, Разорак. Почему-то Роквелл захотелось сказать. Зная компанию, могу сказать, что продукты у них, как правило, обычно недорогие. Если вдруг будете где-то и просто захотите попробовать барбаршап, вот это вполне себе достойный претендент. Если вы захотите это мыло взять только из-за того, что оно какое-то такое вот особенное по бритвенным, нет, ребят. Это точно такое же, как и многие другие. По бритвенным это хороший продукт. Он не такой, он в своей нише, он всегда был таким и останется. Все, что вы от него ждете, он даст. Но вот дополнительная изюминка в этом мыле, это именно барбаршап. Хотите барбаршап, можно брать это. Хотите что-то другое, лучше взять что-то другое. Если вы вдруг меня спросите: Вадим, а что за мыло такое взять, чтобы оно вот с этим древесным было, чтобы вот так же вот. Ребята, это все компании, но здесь явный разнобой. То есть, хоть линейка-то одна, но запахи совершенно разные. Автошейв, Питак от себя бы еще добавил, наверное, 2 балла. 1 балл за ту дрочевость хорошую, которую подарил, а 2 балл за ту интригу в запахе. Ох, как накрыло, ребята. Блин, прям вот тема, зачет. А мыло просто 5. Просто 5. Ну и, пожалуй, да нет, дополнительных баллов вообще никаких. Просто 5. Нормальный, хороший продукт, годный. Помазок. До меня сейчас дошло, что мне этот помазок напомнил. Первое. Хотел бы отметить ручку. Очень понравилась. Ее сборность-разборность прям по кайфу зашла. Даже, наверное, не так. Внешний вид зашел больше, чем сборная-разборность. Это все вместе вот так вот можно скомбинировать. Это, пожалуй, единственное, что мне понравилось в этом помазке. Все остальное тут уже, ребята, нужно смотреть. Объясню почему. Во-первых, сам по себе размер. 20 миллиметров не ахти какой большой. То есть это, ну, смотрите кому. Во-вторых, вот эта колючесть, которую он выдает. Если есть люди, которые любят акупунктуру на лице, ребята, это ваш случай. Но учтите, что это и не сопля, и без стержня. То есть здесь это просто общий массив. Мне это до чертиков напоминает, как я года 3-4 назад взял китайский помазок за $25, а потом расстроился. Потому что, ну с чем сравнить-то? Ну вот знаете, вот 2 полюса, если взять, вот один, со сколько там, вот сейчас 13-14 тысяч стоит. Я специально его беру не потому, что он дорогой, а потому, что он не очень мощный по набивке. Вот смотрите. Видите, да? Вот я про это говорю. Это вот этот не очень мощный. И тем не менее он делает шарик, он его сохраняет. Несмотря на то, что вот здесь вот так вот все остренько, он колоть вас не будет. А этот, посмотрите, что. Тут, упс, и уехал. За взрослый, у которого с шариком все в порядке, я думаю, тут говорить даже не приходится, во что это превратится. Он свой шарик, он даже не поколошил. Он даже не шелохнулся. Вот, смотрите. Он его даже не промял нифига.
А здесь объем вес сохраняется. Я вот про это говорю. И тем не менее, если вы подумаете, что это сопля полная, это не так. После того, как вы его намочите, он у вас вот так вот провисать не будет. Учитывая это, с ним очень даже неплохо можно побриться. Но я бы его брал в расчет только в том случае, если бы у него стоимость была до $15. Свыше 15 я на него даже смотреть бы не стал. До 15 еще можно мириться со всеми его плюсами и минусами и принимать его в расчет и понимать, что да, такие помазки тоже есть. Я хочу недорогого простого барсука, чтобы просто посмотреть, что это такие. В конце концов, я люблю колючки. Вот дайте мне. До 15, вот, пожалуйста, завернули, возьми. Свыше 15 я считаю, что это изделие не имеет права на жизнь. Потому что, ну, у всего есть своя цена. Вы же не будете Запорожец покупать там за 15 миллионов рублей. За 15 миллионов рублей возьмете хорошую машину. То есть вот как-то вот так. И расстроил, и порадовал. Порадовал то, что все-таки не сдался, боролся до конца, хоть и пену жрал немилосердно. Расстроил, ну колется зараза. Ну что уж я дуболомный в этом направлении. Мне как-то, знаете, ровно. Ну то на третьем проходе мне уже так стало, уже так. Вот хотелось подойти, ты успокоишься уже или нет? А он ты, вот это вот все. Что-то вот такое было. Ладно, с этим разобрались. Голова тоже и порадовала, и расстроила. Порадовала. Ну, качеством бритья порадовала. Побрила-то, в принципе-то, все-таки неплохо. А расстроила, что это не мой станок. Я дал все шансы ему показать себя во всех условиях. В одних и тех же условиях загоняли и на длинную, и на короткую щетину. И в том и в другом случае от гарды у меня получилось гораздо хуже, чем от верхней плиты. Сам для себя я ответил на все вопросы. И в принципе-то точно теперь знаю, что эта голова открытая от Margaret Brothers. Нет, это не мой случай. Это не манёк. Но мне это не интересно совсем. Мы же с вами берем станки и головы только в одном единственном случае, если нам удовольствие приносят. А если вы от чего-то не получаете удовольствие, ну какой смысл на эту тему заморачиваться? И не важно, сколько это стоит. 3 копейки или 100-500 рублей. То есть смысл. Я вполне себе допускаю, что есть люди, кому это понравится. Но я его не понял. Он мне вообще никак. Вероятно, для любителей мягких станков посвящается. И печально все-таки то, что компания сделала реинкарнацию этой головы, она сделала ее более агрессивной, и тем не менее все равно ничего не получилось. Вот, наверное, вот из-за этого. Ну, на этом, ребята, наверное, все. Давайте прощаться. До следующего раза. Постараюсь как можно быстрее все это выложить. Ну, а вам всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч.